Друзья, добрый день! Сегодня отличное видео, показательное, на тему искривления стопы. Очень часто мы наблюдаем у детей так называемую вальгусную деформацию. У меня сегодня для примера я взял своего сына. У него есть такая деформация. Мы посмотрели его самочку и увидели эту проблемку. Конечно, фотографии вы сможете посмотреть, мы их обязательно вмонтируем в видео. Теперь, либо в нашем инстаграме, переходите, там будет до и после. У нас есть Мирослав, у него есть проблема, это вальгусная деформация стопы. Мы начали свою диагностику с большеберцовых мышц, это задние и передние большеберцовые мышцы. Нашли, что в дисфункции есть мочевой пузырь. Нашли, что мочевой пузырь дисфункции из-за верхней пазухи. Нашли, что дисфункция верхней пазухи из-за верхней челюстной пазухи, точнее дисфункция лобной пазухи из-за верхней челюстной пазухи, что в свою очередь имеет дисфункцию в связи с проблемами шеи, а шея имеет свою дисфункцию в связи с проблемой сердца. Сопряженные дисфункции с сердцем — это печень, болевой рецептор, это тимус, механическое нарушение, это реверсивное состояние психики на решение механической проблемы сердца. То есть мы сделали вот такой вот комплекс. Мы проработали дисфункцию болевых рецепторов печени, мы убрали реверсивное состояние психики, мы поработали с механической проблемой сердца через 3D-коррекцию связок, нашли, какие связки в дисфункции и перезагрузили их. Таким образом, тимус сам по себе вернулся в качественно хорошее состояние. Далее мы поработали техникой, которую я не озвучивал, принципы, по которой работает эта техника, неважно. Мы проработали верхнечелюстную пазуху, мы проработали лобную пазуху массажем, далее мы проработали лимфодренажем мочевой пузырь. И мы затейпировали последнее звено компенсации этих нарушений – это мышцы. Есть определенные особенности, скажем так, на мои наблюдения за сыном, и как это все увязать в эту проблему. Во-первых, давайте начнем разбор с того, что подобного рода деформация, то есть когда стопа западает, скажем так, внутрь, да, то есть это называется пронация. Когда стопа пронируется, свидетельствует это о том, что у человека слабнут мышцы, которые удерживают стопу в обратном положении. То есть, если стопа совершила вот это движение, то есть наружу, пронацию, то значит, что мышцы, которые удерживают ее, а это задняя большеберцовая и передняя большеберцовая мышцы, которые формируют вот это движение стопы, гипотоничны. Это первое, что нужно понимать при такой деформации. Дело не в костях, дело не в связках, дело в том, что мышца не выполняет свою функцию. То есть нет удержания стопы внутрь. Это первое. Второе, что можно наблюдать у Мирослава. Мирослав очень часто совершает избыточные движения. О них я говорил в своих видео по примитивным рефлексам. Кто не смотрел, переходит, смотрит. То есть движения, которые являются ненормальными для развитой центральной нервной системы. У него движение примерно следующего характера. Сюда, вот здесь, вот так. И очень часто движение в районе паха. То есть это поправление плавок, это подтягивание, это почесывание. Это различного рода вот такие вот вещи. Это свидетельствует о наличии примитивного рефлекса. То есть у него постоянно работает хватательный рефлекс, и он работает в области паха и работает в области лица. Как это увязывается в нашу проблему, деформацию стопы? Дело в том, что те мышцы, которые являются мышцами-супинаторами, это мышцы большеберцовая, передняя и задняя, имеют эмбриологическую ассоциативную связь с рефлекторной дугой с таким органом, как мочевой пузырь. То есть, если есть проблема мочевого пузыря, эти мышцы реагируют расслаблением. Такой орган, как мочевой пузырь, через мышечное сухожилие меридиан, либо, если вы смотрите китайскую медицину, это меридиан мочевого пузыря, привязан к области головы и шеи, а точнее верхних лобных пазух. То есть он начинается здесь. А значит, что проблема может быть как восходящая, так и нисходящая. Для того, чтобы нам провести дифференцированную диагностику, мы должны посмотреть,
на что реагируют его мышцы. Мирослав, смотри, твоя задача сейчас, вот я ножку вот так поставил, этой частью давить вот сюда. Угу. Дави. Дави еще сильнее, прям сильно. Все, мышца не работает. Это говорит о том, что эта мышца потерянным тонусом. Теперь посмотрим, как поменяется ситуация, если Мирослав положит свою руку в район лучевого пузыря. Я специально, давайте так, сначала соединим. Это называется ТЛ, терапевтическая локализация, то есть в область какого-то региона. Теперь то же самое. Мышца резко усилилась. Это говорит о том, что эта зона каким-то образом влияет на эту мышцу. Пойдем 2. То есть 2 ТЛ вам покажет, что это приоритетная зона для лечения этой патологии. Теперь, так как примитивный рефлекс, который есть у Мирослава, работает и здесь, это значит, что эти две зоны, возможно, могут быть каким-то образом связаны. Что мы делаем? Мы берем независимый индикатор, то есть не связанный с этой проблемой. Передняя прямая мышца от бедра. Теперь твоя коленочка, дави выше туда. Угу, дави хорошо. Она имеет хороший тонус. Дави. И расслабляется. Значит, я кладу руку опять на мочевой пузырь. Дави. Мышца расслабляется. Это значит, что каким-то образом сигнал с мочевого пузыря перебивает рефлекс на сокращение этой мышцы. Значит, это сильный сигнал, он значимый. И смотрю, какой сигнал, с какой области уберет вот этот сигнал, нижний. Кладу ручку в район лобных пазух. И мышца усиливается. Это значит, что как только сигнал пошел с района лобной кости, вот этот сигнал перестал быть актуальным. Вывод, что мочевой пузырь является значимой проблемой, но не является приоритетной задачей для лечения. То есть, пролечив мочевой пузырь, мы не уберем проблему. Мы уберем проблему мочевого пузыря и, возможно, на время уберем проблему задней большеберцовой и передней большеберцовой мышцы. Правильно, лайки. Каждый раз, когда Мирослав показывает лайк, ставите лайк, да? Да. Отлично. Мы разобрались с этими двумя проблемами. Это говорит о том, что мы не лечим стопу. То есть, с точки зрения ортопедии, мы должны какие-то стельки там постелить, зафиксировать стопу, но это не логичный подход к решению задачи. Сейчас мы разбираем более дифференцированно и более логично, чтобы подойти к этой проблеме. Значит, мы выяснили, что вот этот сигнал, он значимый. То есть он по отношению к мочевому пузырю значимый. Мы не знаем, приоритетный он или не приоритетный. Скажу так, кто смотрел мои вебинары, кто смотрел мои видео, знает, что очень много проблем идет после того, как воспаляются пазухи. Верхнечелюстные, лобные, клиновидные. Почему они воспаляются, это разные причины у всех, но суть в этом. Значит, что мы делаем? Мы кладем руку в район лобных пазух. Положили. Здесь нет терапевтической локализации. Да. Мышца расслабилась. Отлично. Да. Мышца расслабляется. Отлично. Теперь держи здесь. Смотрю, перебивается ли другим сигналом этот сигнал. Да. Не перебивается. Это значит, что мы пришли на действительно значимый регион, на действительно значимое поражение. Но есть одна проблема. Действительно приоритетный регион не реагирует на 1 ТЛ, он реагирует на 2 ТЛ. А здесь он отреагировал на 1 ТЛ. То есть это видимое, это та проблема, которую тело видит. Для него она видимая. Почему он ее видит? Потому что большой сигнал. Как правило, есть регион, который тело может по какой-то причине оберегать, либо не видеть. Давайте попробуем таким образом. Я показывал этот инструмент в своих вебинарах о подготовке к тренировочному процессу. Смотрим пазуху. В этой области движение кожи есть. Вот в эту область кожа движется плохо. Значит, есть натяжение где-то.
Вот в этой пазухе движение и вниз, и вперед движется плохо. Проверяю. Верхний челюстной... Ярослав, хорошо здесь держи. Да, вот так. Да. Есть гипотонус. Ставим сюда. Да, да, хорошо. Есть усиление тонуса. Значит, мы пришли к тому, что верхняя лобная пазуха является вторичной по отношению к верхнечелюстной пазухе. То есть, видите, перебирая вот такие вот сигналы на отношение друг к другу, мы можем выяснять, какие проблемы более приоритетны. Теперь я беру вот эту пазуху. Да. Она не реагирует на одиночный ТЛ. Но почему-то сигнал, который пошел сюда, перебил вот этот сигнал. Значит, я кладу сюда 2 ТЛ. Вот так вот. Да. Вот. Двойная терапевтическая локализация вызвала изменение тонуса индикаторной мышцы. Это значит, что по отношению к верхней челюстной пазухе, к лобной пазухе, верхняя челюстная пазуха более значима. Ну и, скорее всего, она есть приоритет. Исходя из этого, мы возвращаемся к нашей проблеме вот этих мышц. Опять их тестируем. Ты частью ты идешь сюда. Угу. Подожди, дай. Гипотоничный. Кладем ручку сюда. Дай. Гипотонус. Повышаем сигнал. Дай. Тонус. Мы нашли очаг, который действительно нужно лечить, и который создает условия для проблем мочевого пузыря, и который создает условия для расслабления передней и задней большеберцовой мышцы. Теперь говорим хорошо. Типа, если рука одна, то она расслабляется, а если две, то она расслабляется. Наоборот, если одна рука расслабляет, не расслабляется. Дави. Видишь? Угу. А теперь стой. Поставь 2 руки сюда. Вторую руку тоже поставь. Это как для наших подписчиков, чтобы было понятно, да? Теперь дави. Резкое снижение тонуса. То есть мы нашли пазуху, которая действительно поражена. Но здесь, конечно, опять загвоздка. Просто концепция моего представления о здоровье говорит о том, что Бог очень мудрый, и Он все предусмотрел. Не может быть так, чтобы Бог этого не предусмотрел. Значит, даже эта проблема связана с каким-то поражением. Он у нас рождался. То есть Мирослав, как и все любые дети, рождался. И, возможно, претерпел какие-то механические поражения. Как это могло сердце нагрузиться, это могло мозг нагрузиться, это позвоночник может быть травмирован, может его за голову при родах потянули, я не знаю, я не присутствовал. Мы возьмем сейчас как интересный инструмент подхода к здоровью, это примитивный рефлекс. Я уже сказал, что он делает вот так, вот эти места. Теперь мы поняли, почему они связаны. Да? Посмотрим рефлексы. Глазки закрой, пожалуйста. Помнишь, когда давить? Дави. Ну, допустим, я беру, раздражаю щекотно, дави. Ладонно-ротовой рефлекс, да? Хватательный рефлекс ладони. Дави. С обеих сторон. Попробую что-то вот здесь. Да. Не меняется. То есть с позиции рефлекса данная пазуха, сигнал с данной пазухи сам рефлекс не убирает. Это значит, что рефлекс запускается какой-то другой структурой. Данная пазуха является пазухой, которая функционирует так, как она функционирует в связи с какой-то проблемой. Понятно, да? Понятно тебе, да? Ну, не так все понятно, но хочется что-то еще сказать. Давай, говори. Поставьте лайк или дизлайк. Нет, дизлайк не надо ставить. Ты что? Ставь. Нет, слишком ванильно будет, конечно. Давайте чуть-чуть. Если видео не понравилось, поставьте дизлайк, а если понравилось, ставьте лайк. Может, не надо. Может, не надо. Пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Так, поехали. Ближе к телу. Значит, есть структура запускающая. Посмотрим другие рефлексы. Ну, допустим, на базе ладонно-ротовых рефлексов есть еще поисковый, хоботковый, сосательный.
Закрой глазки. Есть поисковый рефлекс. Да. Да. Поисковый рефлекс есть. Да. Сосательный рефлекс есть. Давайте посмотрим, может у него есть какие-то тонические рефлексы. Глазки закрыты. Тонический рефлекс головы туловища. Да. Есть рефлекс тонический. Посмотрим рефлекс переворачивания. Да. Рефлекс переворачивания нет. Ну вот есть тонический рефлекс с головы на шею. Вынужден предположить, что есть проблемный позвоночно-двигательный сегмент, который запускает неправильную работу пазухи. То есть симпатическое либо парасимпатическое звено иннервации этой пазухи находится в дисфункции. Что мы делаем? Я смотрю, если мои убеждения верны, то терапевтическая локализация под шею здесь должна изменить реакцию рефлекса. С верхнешейного отдела не запускает, не убирает проблему. А вот как только положил пониже, да, какое-то изменение в мышце индикатора произошло. Нога не уставшая? Ну, сказать, заряженная на 100%. Заряженная на 100%. Отлично. Я нашел, что шейный отдел тоже находится в поражении, но не знаю, как он участвует в проблеме пазухи. Глазки до сих пор закрыты? Да, глазки постоянно закрыты. Значит что? Я для себя возьму такую штуку, как компьютер. Делаю проблему. То есть я создаю рефлекс. Да. Идет проблема. Я ввожусь в компьютер. Ввожусь в компьютер сам. У меня есть замкнутая цепь. И теперь я могу... Видите, как он делает? Он все время так делает. И многие дети все время натирают сопли. Родители говорят, он сопливый, сопливый. Нет, он не сопливый. Он на самом деле просто у него есть дисфункция. Я что тебе? Железяка, что ли? Раздражаю шейный отдел. Остистые отростки нижнешейного отдела. Да. И вот чудо, да? Рефлекс проходит. Значит, есть какое-то поражение шейного отдела. Это только то, что мне сказали. Сказано, типа вот. Ты нашел, почему активен рефлекс. Шейный отдел. Хорошо. Думаю я. Выхожу из компьютера. Кладу ручку Ярослава на шейный отдел. Сдавливаю здесь. Проверяю исходно гипотоничные мышцы. Сюда. Нет, не поднимаю, просто дави. Они усиливаются. Теперь давить. Но индикаторная мышца расслабляется. Это значит, что есть шейный отдел очень важен для пазух. Шейный отдел очень важен для этой мышцы. Но сам шейный отдел находится в поражении почему-то. Понятно, да? Есть одна проблема у Ярослава, я на фотографиях вам покажу. У него есть втянутость в районе грудного отдела. Я провоцирую сердце. Проверяю мышцу. Да. Она усиливается. Значит, шейный отдел вынужден быть таким дисфункциональным по причине проблемы сердца. Ну, либо перикарда, это средостение. Теперь, это может быть диафрагма, это может быть сердце, это может быть перикард, это может быть легкое. Кладу руку в область сердца, смотрю индикатор. Индикатор сильный. Проверяю этим. Видите, да? Нет, вот так. Угу. Да. Эти мышцы сильные. Если я положу 2 ТЛ на сердце, да, дави сюда, возникает гипотонус. Я нашел исходно пораженный регион. То есть простыми манипуляциями логическими, которые обусловлены только тем, что Бог не дурак. Не могло это произойти просто так. Не могло это произойти просто так. Вот этот регион убирает все нарушения.
И лечить я буду не ногу, не пазуху, не шею. Я буду искать нарушение в сердце. Придется. Но эти регионы, конечно, тоже надо лечить, потому что они находятся в цепочке нарушений. Сначала нужно эту цепочку разорвать. Теперь, Мирослав, давай ты станешь, мы на камеру покажем, возможно, это будет видно. Итак, вот давайте посмотрим у Мирослава. Мы нашли, что у него проблема грудного отдела, это сердце. Смотрите, какой у него красивый кифоз. Да, есть позвоночники. И вот здесь наклоним. И вот здесь. А вот здесь резкий провал. Вот здесь нет, как будто утопленные позвонки. Раз, два, 3 позвонка как будто утонуло. Вот это поражение, которое привело к остальным нарушениям. Лечить надо здесь, грудной отдел. Хорошо. Ну, раз мы нашли, то будем приступать к лечебному процессу. Дальше? Конечно, дальше надо же работать. Итак, теперь, раз я нашел регион поражения, моя задача выяснить причину этого поражения. Какие у нас бывают причины поражения, ты помнишь? Структурная, химическая, неврологическая, эмоциональная, психологическая, энергетическая. Все, отлично. У меня мозг тупой. Какой есть. Люби свой мозг, какой он есть. Кладу 2 ручки на сердце. А давайте я подлопаточные мышцы проверю. Они же ассоциативны к сердцу. Твоя задача рукой просто вот так вращать. Да, вот так. Давай. Нет, надави на мою руку. Дави сильнее, сильнее, сильнее. Ну, гипотоничная. Дави. Вот сюда. Дави. Сильнее, сильнее. Оп, стоп. Дави. Дави. Ну, с этой стороны сильно. Дави вниз. Нет, не сгибай. Просто дави. Все, гипотонично. Руку не сгибай, просто дави ладонью вниз. Дави. Нет, тоже гипотонично. Очень много компенсаций делает. Окей, смотрим. Вот здесь у него тоже есть давление. Лежи спокойно. Кладу руки сюда. Завожу компьютер. Дави. Дави хорошо. Гипотонично. Проверяю, какая-то проблема, да? Дави. Дави. Мирослав, слушай меня, пожалуйста. Дави коленкой. Это проблема не механического характера. Глазки закрой. Дави. Это проблема неврологический есть компонент. Дави. Дави. Психологического компонента нету. Дави. Мирослав, не чешись, пожалуйста. Ты же мешаешь. Дави. Нету эндокринного. Дави. Есть иммунное нарушение. Но химическое не буду проверять, потому что иммунное это и есть химическое. Дави. Энергетического нет. Есть 2 компонента, это неврологический и иммунный. Да, Мирослав, стоп, пожалуйста, не шевелись, не дергайся, ни челюстью, ни рукой, никак. Хорошо? Да. Неврологический. Да. Неврологический. То есть первичный компонент – это неврологический компонент. Это либо рецептор, проводящий путь, спинномозговой сегмент, то есть сам мозг, либо что-то внутри головы. Показываю тело, с кем я работаю. Беру индикаторную мышцу. Дави. Есть. Теперь вот это место прижми. Понял? Сильно не надо давить, просто чуть-чуть прижми. Дави. Дави, дави. Есть. Все, я беру, просто похлопаю. Дави. Нету.
Дави. Есть поражение рецепторов легкого касания. Не знаю, первичный, не первичный. Мирослав, я же попросил не делать ничего. Дави. Нет. Поставь сюда. Поставь руку сюда. Дави. Резко усиливается. То есть, когда я придавил орган, я задавил. Да. Это проблема ноцицепции, проблема боли, но непонятно где. Теперь надо найти где. Придави. Так, ну давай вот так постучим. Да. Где-то здесь. Да. Это вообще ноцицепция с печени. Здесь придави хорошо. Сейчас мы вот так сделаем. Держи. Дави. Окей. Дави. Это боль с печени. Нет, не с печени. Мирослав, не отпускай, придави хорошо. Вот, все, придави. Да, да. Печень генерирует болевой сигнал. То есть в чем фишка? Дело в том, что внутренний орган не умеет болеть, там нет болевых рецепторов. Проводящий путь болевого сигнала идет с кожного покрова, с капсулы. А когда болеет внутренний орган, он проводит болевой сигнал в мозг, а мозг проецирует этот сигнал на кожу. Значит, печень болеет, но сигнал она не может подать болевой, у нее нет болевых рецепторов. Она эти рецепторы активирует на кожном покрове. То есть проводит сигнал в мозги, мозг интерпретирует как-то этот сигнал с печени и делает, ну скажем так, вывод этого сигнала на поверхность, поэтому с кожей его можно считать. Значит, мы вышли на то, что каким-то образом сердце завязано с печенью, и наша задача это дело решить. Там общая проблема. Какой-то, может быть, связки, может еще чего-то. Далее. Прижал здесь. Я уже знаю, что здесь ноцицепция, болевой рецептор. Дави. Я могу смело его провоцировать. Мирослав, здесь не отпускай, пожалуйста. Почему я тебя должен просить? Спасибо тебе, хороший. Дави. Получаю гипотонус. Я не знаю, первичный, не первичный, поэтому в область печени делаем болевое раздражение. Двойное. Дави. Есть. Первичный. Я не буду пока его лечить. Задача найти его компаньона. Да, да, хорошо. Ну, соответственно, не по ноге будет неудобно искать компаньона этого рецептора. Я буду искать его по руке, мне так удобно будет. Да, дави, дави, дави хорошо, дави хорошо. Нет, не сгибай, дави хорошо. Замечательно, все. Прижми вот здесь, пожалуйста. Вот, прижми. Дави. Окей. Ну и компаньон либо рядом, либо с другой стороны, может быть. Дави. Дави. А компаньон в области шеи, который мы нашли до этого, значит, мне задача пролечить этот регион и шею. Садись. Нет, до сих пор давить? А здесь можешь уже, ну пока держи, да. Сейчас я ручка прямая, дави вверх. Отлично. Прямо сядь, пожалуйста. Здесь прижми хорошо. Прямо сядь. Ищем область. Дави вверх. Дави вверх. Нашел. Чуть-чуть уколю, не бойся. Дави вверх. Дави вверх.
Нашел. Все, там можешь опускать. Сядь ровно. Ровно сядь, ровно сядь. Чувствуешь? Все, все, все. Живой? Ложись на спину. Смотрим. Дави. Мышца усилилась. Посмотрим искому слабую мышцу. Дави сюда. Дави. Мышца усилилась. Но это не значит, что все закончено. То есть этот регион нужно дальше доработать. Потому что там, если болевой рецептор, печень болела, там есть спаечный процесс фасции. Поэтому дави. Дави хорошо. Отлично. Посмотрим печень и сердце. Есть ли там спайки. Твоя задача давить вон туда. Дави. Печень есть. Теперь дави. Сердце до сих пор осталось. Дави. Нет. Дави. Дави хорошо. То есть, ну, это не механическая проблема осталась. Мы помним, что у нас был иммунный статус. Это тимус. Может, это механическая проблема тимуса, может, иммунная проблема. Дави. Включила. Где? Стоп, стоп, стоп. Расслабь, расслабь. Дави туда. Дави. Да, и печень включилась. То есть есть проблема, либо иммунная проблема, либо проблема тимуса. Тимус – это подосная мышца, поэтому мы проверяем по подосной мышце. Твоя задача вот этой частью вот сюда, да? Вот смотри, туда будешь давить. Угу, дави. Есть. Дожду, чтобы вот эти все реакции с тела ушли. Ярослав, я жду, пока ты успокоишься. Все, легче? Все, я сдох. Подождем, потому что такое большое количество сигналов очень сильно мешает. Успокаивайся, успокаивайся. Какое-то раздражение появилось. Не было. Просто успокойся. Как ты там делал? Да, мастер дзен. Все, проверяем. Дави. Отлично. Проверяем опять тимус. Дави. Назад. Также дисфункция осталась. Локализуй тимус. Компьютер. Дави назад. Есть. Дави. Отлично. Задача найти, почему проблема тимуса. Она может быть механическая, может быть какая-то еще. Дави. Проблема механическая. На, смотрим, глазки закрой. Дави назад. Нет. Эмоция. Дави назад. Нет. Дави назад. Механическая. То есть проблема структурная, но мы не знаем где, поэтому будем искать место. Дави назад. Это не голова однозначно. Это не основание мозга. Дави. Дави. Нет, не основание мозга. Возможно, это СБС. Дави назад. Нет, не СБС. Смотрим таз. Дави назад. Это не таз. Это грудной отдел. Да. Да, это район грудного отдела. Дави назад. Мы опять остаемся в грудном отделе. Давай посмотрим те позвонки, которые были. Вставай. Эти же позвонки смотрим. Дави назад. Есть проблема вот этих позвонков. Дави назад. Все, замечательно.
Значит, мы будем смотреть, что можно сделать с этими позвонками. Ну, это нарушения связочные, это нарушения суставные. Лежишь? Отлично. Дай. Хочу посмотреть, как на эту дисфункцию завязано сердце, то есть связки перикарда. Расслабься, лежи. Я беру и смещаю сердце на связках вверх, вращаю. Да. Есть нарушение. Ничего, сердце внизу, не внизу, а вверху. Типа расслабься. Смещаю в противоположную сторону. Да. Есть дисфункция. Расслабься. Смещаю в ту сторону. Влево, дави. Есть дисфункция. И на удивление, что самое интересное, сердце находится в абсолютной дисфункции механической. Оно не позволяет мне с ним работать. Вот о чем это говорит. То есть смещение влево, вправо, в сагитальной плоскости вперед-назад не позволяет работать с сердцем. В данном случае механически работать с перикардом, с областью средостения, с сердцем не получится. Из-за этого страдает тимус, из-за этого страдает иммунная система. Нужно найти, почему механически на этом месте нельзя работать, почему система запускает такой защитный рефлекс. Это защита просто-напросто. Значит, что мы делаем? Мы формируем искусственно дисфункцию. Дави. Это очень важная дисфункция. Да. И попробуем найти, почему эта проблема существует, почему он оберегает этот регион. Да. Он оберегает по причине психологической проблемы. То есть сам тимус страдает по причине механической проблемы, механического нарушения. Механическое нарушение есть в сердце и есть в позвонках. Само механическое нарушение, которое существует, создано телом искусственно для того, чтобы что-то скомпенсировать. И оно не позволяет механически на нем работать, потому что есть какая-то эмоциональная перегрузка. То есть он боится, чисто вот как с позиции психологии, я боюсь, что сделают хуже. Вот как это может звучать. Поэтому, если я положу руку на лобные бугры, вот так, я кладу руку на лобные бугры, создаю эту механическую опять нагрузку, дави, и она на данный момент не является как бы, то есть не противодействует мне для моего лечения. Значит, прежде чем мне вылечить структурное поражение, мне нужно убрать психологическую реверсию. Это, в общем-то, это самосаботаж, это психологическая реверсия на устранение механической проблемы. Вот что это такое. Соответственно, формирую дисфункцию, ввожусь в компьютер, дави, получаю гипотонус, создаю эмоциональный баланс, да. Исходя из эмоционального баланса, опять перевожусь в новый компьютер, да, получаю усиление, смотрю точки реверсии. Кто не знает, что такое точки реверсии, покупайте мой курс. Самому давите вверх. Нет реакции. Мышца перестала. Да. Что, типа, все твои семьи? Все, есть реверсия. То есть у него есть реверсия на устранение механической дисфункции.
Дави. Есть. Посмотрим, с чем она связана. Ну, давай так. Дави. Вот здесь. Ну, дави. Нет. Дави. Нет, показалось. Дави. Дави. Нет. Есть страх. Это точки страха. Дави. Дави. Окей. Мирослав, пожалуйста, ручки здесь положи. Одну сюда, одну сюда. Ты же у нас чего-нибудь боишься? Я сейчас подумаю. Пока подумай, пожалуйста. Там зомби, может, каких-то. Ты же не боится зомби? Вот так вот меч взял, так вот хрясь по башке. Угу. Ну, а есть что-нибудь чуть бы? О, мух. Большую муху, например. Да, это я как раз таки не боюсь. Ну, думай про огромных мух. Прям Про зеленых. Ну, помнишь, такие большие, типа стрекозы, как огромные зеленые? да, я боюсь, наверное. Аж. Зачем ты мне страх? Сейчас мы просто мозгу инкриминировали какой-то страх, чтобы включить миндалевидное тело. Миндалевидное тело включилось, мы сделали перезагрузку с положением руки на сердце. Ну и, соответственно, будем проверять, ушла ли эта дисфункция. Да. Хорошо. Окей, вывожусь из компьютера. Ну и проверяю дисфункцию на сердце, связанную со страхом. Да. Сейчас нету. Да. Нету. Да. И появился гипотонус индикаторной мышцы только на одно положение. Вот именно это положение и является положением дисфункции механической. И, соответственно, именно над этим положением сейчас я буду работать. Но буду работать я связочной техникой. Сначала буду работать связочной техникой, а потом прибегну к остеопатическому воздействию. Какая задача? Задача найти пораженные связки. Ну, если это сагитальная плоскость, какие-то связки? Это грудино-перикардиальная, крепится одна связка к рукоятке грудины. И есть связки по диафрагме, и есть связки на позвоночно-двигательные сегменты. Давайте так. Есть дисфункция. Это связка в районе диафрагмы, очевидного отростка, и связка в районе грудины. Давай так посмотрим, какая из них первичная. Раз, два, три. Да, вторичная. Так, три. Да. Эти обе связки вторичные. Да, сядешь. Ручка прямая. Да. Смотрю проекцию грудины. Здесь где-то, да? Да. Есть дисфункция. Раз, два, три. Да. Есть дисфункция. Вот это первичная. Я что делаю? Мне, чтобы отсеять ненужные связки, я должен ее перезагрузить. Раз, два, три. Перезагружаю. Да. Есть. Да. Нету. Да. Нету. Да. Да, хорошо. Одна связочка нашел. Ну, как удачно ты. Да, есть. Вторую еще оставь. Здесь, да, есть. Есть связка. Вот здесь в районе. Здесь. О, так чуть-чуть больно. Ох, больно. Просто нет, не дыши спокойно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Полечили связочную дисфункцию. Дави. И появилась гипотония. Это свидетельствует о том, что произошла реакция раскручивания твердой мозговой оболочки, и сейчас я буду работать остеопатически. Я поработал остеопатически, не стал записывать это муторное дело на камеру. Я думаю, с остеопатией понятно, что там особо много не расскажешь, пока работаешь. Ну, мои ощущения вам особо ничего не дадут. Дави. Есть индикаторная мышца. Давайте проверим все те мышцы, которые у нас были в дисфункции. Посмотрим. Дави. Да, дави. О, очень сильная стала. Дави назад. Назад. Туда, да. Очень сильная стала.
посмотрим. То есть мышцы ассоциативно связаны с тимусом и с сердцем стали сильные. Смотрим печень. Дави туда, дави. Дави хорошо. Дави, 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 дави. Тоже стала сильная. Смотрим мышцы, связанные с мочевым. Дави сюда, дави. Мышцы, связанные с мочевым, остались слабые. Это говорит о том, что данная проблема еще не доработана. Но теперь сердце, да, я вот так держу. Теперь сердце, дави наружу, никак не влияет на их тонус. Это значит, что оно уже не управляет этой проблемой. Да, мы помним, что у нас были пазухи, поэтому теперь мы смотрим сами пазухи. Дави, дави сюда, дави. Пазуха. У пазухи есть такие проблемы. Они очень часто остаются без крови и очень часто неправильная иннервация. Но вот с этой стороны, видимо, крови было мало, поэтому зубы начали разрушаться. Наша задача это дело все переделать. Техника, которой я сейчас буду пользоваться, я, позвольте, не буду ее озвучивать. Ну, кто захочет, потом курсы наши приобретет и получит ее. Глубоко дышать. Не баланс, дышать. Через носик. Все? Да. Есть. Сейчас просто держим пазухи, чтобы прошло некоторое время, для того, чтобы череп немножко скорректировался. Во сколько закончим? Вот у меня Мирослав спрашивает, во сколько мы закончим. Я хочу привлечь внимание своих зрителей в том, что некоторые индивиды или личности говорят: Егор, у вас дорого. Вот на корректировку такой проблемы уйдет примерно около 2 часов. Вы понимаете, да, что это не час? Если я ему сделаю за минут 40, 30-40 сделаю диагностику, потрачу время, у меня остается всего 20 минут моего времени, стандартного положенного времени на решение задачи. Это порой бывает даже не 20 минут, это 30, минут 40, да, чтобы все-таки раскрутить вещи. А иногда тело вообще не готово ни химически, ни энергетически. Там человек 70-50 лет живет, да, нарабатывает эту всю проблему, у него какое-то мышление, да, и это невозможно убрать за 1 час. Поэтому эта работа очень тонкая, она достаточно точная. И поэтому на самом деле мой прием стоит очень дешево. Если брать курсом, это 17 тысяч тенге. Сейчас массажисты простые берут там по 15 тысяч тенге. Вот. Ну и в целом корректировку проблемы идет от 2 часов примерно, если брать полную коррекцию. Зато это точно 100% коррекция. Это Мирослав, ему сейчас 5 лет. Его проблема еще не ушла на уровень построения каких-то очень сильных компенсаций. И я могу достаточно быстро с этим разобраться. Хотя, как всегда, на своих времени хватает. Нет, как всегда. Иногда плохое настроение, иногда хорошее. Иногда плохое, иногда хорошее. И, соответственно, домашнее задание, если такой клиент вам попадется, если вы кинезиолог сейчас смотрите это видео, вы всегда давайте домашнее задание на то, чтобы был массаж с той области, которая находится в пониженном кровотоке. В данном случае пазухи просто находятся в пониженном кровотоке, потому что, по всей видимости, сердце плохо сюда поставляет кровь. Что, типа сердце — это часть крови человека? Сердце один из самых главных органов, который качает кровь, задает ритм. Больно, как же больно, как же. Мы помним, да, что основная пазуха, которая осталась в дисфункции, это правая верхнечелюстная пазуха. В общем-то, и зубы-то здесь с этой стороны разрушаются у него.
люблю. Что, не садится? Нет. Ногой будешь давить сюда. Дави. Отлично. Дави. Дави ногой то же самое. Нет. Вон тут. Да. Да. Дави. 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 Мирослав, вот сюда дави. Дави хорошо. Замечательно. Да. Теперь наша задача просто получить Мирослава к движению ноги. Пальчики вверх. Вот сюда поворачивай немножко. Пальчики вниз. Пальчики вниз. Не надо. Просто пальцы вниз. Пальцы, пальцы. И сюда. Пальцы вверх. Вверх. И туда дави. Вверх. Пальцы вниз. Пальцы. Только пальцы. Да. И вниз. Пальцы вверх. И вверх. Пальцы вниз. Вниз. И вниз. Нет. Да, вниз. Отлично. Пальцы вверх. Стопа вверх. Пальцы вниз. Стопа вниз. Нет. Вниз и вниз. Иди вниз. Да, вот так. Пальцы вверх. Вверх. Стопа вверх. Пальцы вниз. Стопа вниз. Пальцы вверх. Стопа вверх. Это родители должны дома делать ребенком. Пальцы вниз. Вниз, вниз, вниз. Стопа вниз. Значит. Так. Давай проверим, все ли мы сделали. Дави. Ручку вот сюда. Дави. С мочевым пузырем не все сделали. Не на рот, а вот сюда. Да, ага, держи. Дави. Ручки здесь поставь. Дави. С пазухой все сделали. Вот сюда. Пальчики свои вот здесь поставь. Да, вот так. Дави. С этой пазухой. Да. С этой пазухой все сделали. Осталось доделать с мочевым пузырем. Возможно, это связки мочевого пузыря. Сейчас будем проверять. Мочевой пузырь — часть ноги? Мочевой пузырь — это внутренний орган, ну, он часть тела, вот так скажем. Дави. Что типа мочевой пузырь сливается с сердцем человека? Дави. Так, дисфункция не видит тело мочевого пузыря, поэтому я ему помогу. Создам 3 провокации. Ногой не двигать. Дави. Дави. Нет. Дави. Химическая проблема можно решить через лимфодренаж. Что я делаю? Я создаю внимание тела на этой области, точки К27. Так как Мирослав беспокойный и двигает ногами, я ввожу компьютер через свои ноги. И далее я просто буду делать лимфодренаж этой области. Ну, для начала я вот здесь помассирую вот таким образом. Мне напоминают, что нужно уведомить наших подписчиков о том, что в пятницу у нас будет видео по теме, как работать с детьми, если у них нарушение, ну, скажем так, центральной нервной системы. Это все то, что мы говорили? Дам пару хороших инструментов, как убрать определенные дисфункции. Кто не понимает, о чем я, в предыдущем видео, где мы говорили про прививки, я зачитывал обращение одного из моих подписчиков, который спросил, есть ли какие-то инструменты, как можно работать с людьми, у которых резидуальная энцефалопатия, отмирание клеток мозга. Мы будем показывать, как с этими инструментами работать. Но они несложные, это для тех, кто дома хочет со своими детьми сам заниматься. Тот, кто каким-то образом уже обращался к каким-то специалистам, возможно, не получил результата. Понятное дело, ребят, что любая проблема подходит к тому, что нужна индивидуальная диагностика. В данном случае, как видите, да, распространенная дисфункция вальгуса, который там уже дифирамбы поют, что надо делать, она свелась к тому, что нужно лечить сердце. То есть сначала сердце, здесь подвязана печень, подвязан тимус, подвязаны пазухи, потом мочевой пузырь, только потом стопа. Стопа — это компенсация, то есть за счет таранной кости это вообще
кость-компенсатор нарушения в теле, то есть вот она, когда получает определенный стимул, она либо позволяет развернуть ногу наружу, либо внутрь, либо как-то, да, сформировать, скомпенсировать нарушение. Это компенсация. И зачастую, если вы видите такое нарушение, особенно двухстороннее, то знайте, ребят, это компенсация. Лечить там не надо, надо искать в другом месте. Уже кто только этот хальгус-вальгус не лечит, как только не лечит. Но и вы должны понимать, что это как бы такая процедура, если она будет, то она будет затяжная, если есть какие-то серьезные поражения, либо эта процедура будет дробиться на определенные как бы приемы. Это будет не один, там, может даже не 2 приема. Ну, вот у меня сын дома, мне, да, сейчас карантин, я могу уделить ему 2-3 часа качественного времени. Например, поиграть с ним. Например, поиграть с ним или вылечить его мочевой пузырь. Есть еще такая проблема, вы можете на своих деток заметить. Тут Мирослав у меня очень умненький, разумненький, он там очень хорошо, речь у него сложена. Но когда он начинает излагать свои мысли, вот у него возникает вот этот рефлекс, который я показал, это вот там, в штаны залезть, здесь почесать или вот так вот делать, да? То есть вот это такой яркий пример, когда идет дезорганизация нервной системы. Примитивный рефлекс мешает нервной системе качественно строить связи. Этот примитивный рефлекс рожден в связи с патологической проблемой сердца. Ну и, в общем-то, многие из нас имеют проблемы сердца, они невидимы на инструментальных методах диагностики. Никто вам не скажет, что у вас проблемы с сердцем. Инструментальная диагностика не видит, ну, скажем так, мелких натяжений внутри желудочков, между перегородками, то есть в самой системе сердца. Она вам скажет, только когда сердце развернет уже на 180 градусов. Только тогда она скажет вам, что у вас дисфункция сердца. До этого момента сердце практически никогда не дает клиники. И все ткани идут подстраиваться под сердечную сумку. Почему? Потому что сердце является одним из органов, а их всего 3 органов жизнеобеспечивания. Это сердце, легкие, дыхательная система и мозг, как управляющая система. Мозг очень хорошо защищен, то есть он там в черепной коробке. Ну а сердце вынуждено за счет ткани вращаться, ну и тело будет себя строить под это вращение. Хотя там может быть абсолютно минимальное вращение, там доли миллиметра. Ну и соответственно на УЗИ сердца это не будет видно. На сосудах это тоже особо не будет сказываться, то есть не будет у вас такого заключения, типа у вас проблемы сердца. Сюда. Добавляю стимулов. Дави. Все. Так, и еще один дополнительный метод, который у нас существует на данный момент в арсенале, это кинезиотейпирование. Сейчас делаем тейпирование тех мышц, которые были в дисфункции. Ну, а потом розыгрыш. Нам нужны большеберцовые, передние и задние большеберцовые мышцы. Передняя большеберцовая мышца крепится здесь, проходит вот таким образом над этим мыщелком и уходит под стопу. Задняя большеберцовая крепится здесь, на малоберцовую кость, ну и на большеберцовую, проходит под этим мыщелком, да, и делать вот такое движение. И тоже крепится в этой области, образуя вот такую арку с малоберцовыми мышцами. Угу. Находим начало, мыщелок малоберцовой кости. Мы можем оторвать. Мирослав, пожалуйста, сделай вот таким вот образом. Замечательно. Так, так. Я надеюсь, вы наблюдаете очень хорошо.
потому что в связи с этими аппликациями будет розыгрыш очень-очень ценного продукта. Точнее, скидки на очень-очень ценный продукт. Замечательно. Сделаем повыше, чтобы потом не было у него дискомфорта в ходьбе и прыжках. Расслабь. Проверяем, насколько хорошо мы наклеили аппликацию. Если все хорошо, то мышцы будут работать. Мирослав, смотри на меня и слушай только меня, пожалуйста. Вот сюда дави. Дави хорошо. Расслабь теперь. Расслабь. Теперь вот так. Пальцы вот так. Дави вот сюда. Ну, замечательно. Дави сюда. Все, замечательно. Расслабляется. Аппликация на вторую ногу. Я чувствую, что вот у меня здесь дальше. Замечательно, значит, у тебя есть чувствительность. Я чувствую, как будто я крутой. Ну, так и есть. В общем, ты крутой. Немножко так сделай. Так вот. Даже тейп не хочется открывать. Итак, кто очень наблюдательный, смотрит и запоминает, что происходит, каким образом я строю свою аппликацию. Здесь есть определенный секрет. Этот секрет связан с сократимостью мышцы, и аппликация построена именно для того, чтобы мышца могла качественно сокращаться. В комментариях вы можете написать, что конкретно я сделал для того, чтобы мышца работала. По какому принципу построена аппликация? Кто первый правильно в комментариях ответит, что конкретно, какое действие привело к качественной работе мышцы, на каком принципе построена аппликация тейпа, то тот получит 30% скидку на мой онлайн-курс по психологической коррекции. Курс на данном этапе будет стоить 100 тысяч. Мы сделаем скидку в связи с тем, что сейчас непростая ситуация у всех людей в жизни. Многим хочется этот курс, но они не могут себе позволить. Так вот, сейчас он будет стоить дешевле. Но тот, кто первый в комментариях ответит, что конкретно я сделал для того, чтобы правильно мышца работала, тот получит 30% скидку. Идем дальше. Забыл сказать, акция не распространяется на моих друзей, на моих родственников и на тех,
кто проходил у меня курс по кинезиотейпированию. Держи. Дави вот сюда. Дави, 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 дави. Отлично. Дави. Дави хорошо. Замечательно. Давайте повторим, что у нас было. У нас есть Мирослав. У него есть проблема, это вальгусная деформация стопы. Мы начали свою диагностику с большеберцовых мышц, это задние и передние большеберцовые мышцы. Нашли, что в дисфункции есть мочевой пузырь. Нашли, что мочевой пузырь в дисфункции из-за верхней пазухи. Нашли, что дисфункция верхней пазухи из-за верхней челюстной пазухи, точнее дисфункция лобной пазухи из-за верхней челюстной пазухи, что в свою очередь имеет дисфункцию в связи с проблемами шеи, а шея имеет свою дисфункцию в связи с проблемой сердца. Сопряженные дисфункции с сердцем — это печень, болевой рецептор, это тимус, механическое нарушение, это реверсивное состояние психики на решение механической проблемы сердца. То есть мы сделали вот такой вот комплекс. Мы проработали дисфункцию болевых рецепторов печени, мы убрали реверсивное состояние психики, мы поработали с механической проблемой сердца через 3D-коррекцию связок, нашли, какие связки в дисфункции и перезагрузили их. Таким образом, тимус сам по себе вернулся в качественно хорошее состояние. Далее мы поработали техникой, которую я не озвучивал, принципы, по которой работает эта техника, неважно. Мы проработали верхнечелюстную пазуху, мы проработали лобную пазуху массажем. Далее мы проработали лимфодренажем мочевой пузырь. И мы затейпировали последнее звено компенсации этих нарушений – это мышцы. Но сейчас мы пойдем посмотрим, что поменялось с осанкой моего ребенка.